Приветствую. Согласно последних событий, решил снять такое небольшое, надеюсь, получится небольшое видео о том, как пережить блэкаут в Европе. Я сам с Украины, 2022-2023 год пережили. Я в этот момент находился именно в эпицентре всех вот этих событий, отсутствия энергии по несколько недель и так далее, и так далее. И для себя как бы составил такой короткий список действий, которые нужно предварительно сделать для того, чтобы в случае какого-либо блэкаута не было больших проблем, скажем так, короткого блэкаута. И говорю в данный момент для тех, кто живет в квартире, например, там, в высокоэтажном доме и так далее, и так далее. Значит, составил, тут у меня такой вот список, просто как показательно показать, что может быть. Составил такой список, вот тут у меня как пережить блэкаут в Европе, 10 пунктов, 3-5 дней. То есть, если вдруг есть какие-то проблемы, и, соответственно, мы понимаем, что магазины могут не работать, службы могут не работать, и что требуется для себя продумать, для того, чтобы получить как бы максимальный комфорт в таких негативных условиях. Так, давайте это все уберу и последовательно начну по каждому пункту из моего списка проходиться. Первым у меня пунктом это вода. То есть без воды никуда. Мы знаем, что человек может без воды прожить очень короткое время, что желательно, чтобы у вас вода или хотя бы какие-то жидкости были в доме в количестве минимум пару литров, литра 2-3 на каждого человека. Даже если вдруг получится так, что ситуация с блэкаутом продолжается не день, не два, а 3 дня, 4-5 дней, то пару литров можно без проблем растянуть на более длительное время. Так, с водой понятно. Второй момент – еда. Хорошо было бы иметь какие-то вещи, которые не портят, потому что понимаем, что холодильник в этот момент может прекратить работать, электричества может просто не быть, то есть хорошо иметь какие-то консервы, какие-то продукты, которые в виде печенья, конфеты, что-либо, что может находиться без охлаждения, без холодильника, даже в теплое время, вот, чипсы, например, и так далее. Это позволит вам получить нужное количество энергии. Дальше переходим к такому элементу, как средства хранения энергии, получения энергии, средства передачи энергии и так далее. Понятное дело, что в этом случае мы говорим о пауэрбанках как первый элемент. Вот, например, у меня бустер есть к машине, соответственно, он точно так же может участвовать в виде пауэрбанка. То есть желательно иметь как минимум несколько различных пауэрбанков. Возможно, есть телефоны, которые могут сохранять энергию. И время от времени их проверять. Раз в месяц, раз в два перезаряжать пауэрбанки. Бустеры намного дольше хранят энергию. Их можно заряжать раз в 3 месяца, проверять раз в 6 месяцев даже. Но проверять надо. Это обязательный момент. То есть средства хранения энергии. Дальше. Есть такая вещь, как средство получения энергии. Хранить-то энергию мы можем, но ее же надо откуда-то получить. И в этом случае желательно иметь какие-то, например, солнечные панели. Сейчас не покажу, у меня не рядышком со мной, но у меня, например, 120-ваттная складная солнечная панель. То есть она может мне обеспечить зарядку всех моих электронных устройств, телефонов, пауэрбанков и всего, чего мне нужно будет. Соответственно, понятное дело, что когда есть солнце. Время от времени солнце есть, и учитывая 120 ватт, я бы рекомендовал как минимум 50-ваттную панель, а лучше 100-ваттную, желательно складные. Есть еще такая вещь, как ручные генераторы, которые позволяют накрутить. Как по мне, это слишком долго вы не будете пару часов крутить, чтобы зарядить телефон или что-то в этом роде. Но это может помочь, например, 15 минут крутя ручной генератор, можно, например, зарядить на минуту-две разговора телефон. Значит, мы средства хранения энергии, средства получения энергии, средства передачи энергии. Это обязательно различные провода иметь под рукой, которые позволят
передавать эту энергию со средства получения энергии на средства хранения энергии. То есть солнечные батареи на пауэрбанке. Тоже обязательно нужно иметь какие-то провода для всех ваших устройств. Желательно, чтобы были дубликаты. Для ноутбуков, соответственно, блоки питания, чтобы были, потому что неизвестно, где и как вы будете заряжать то или иное устройство. Так, дальше переходим к средствам связи. К средствам связи, я бы сказал, можно отнести, например, рации walkie-talkie. Если вы живете в каком-то небольшом доме, таунхаусе и так далее, будет неплохо иметь, например, walkie-talkie на небольшое расстояние, там, до километра-двух, чтобы вы могли, например, обмениваться информацией о том, что происходит, например, на улице. Если у вас такая ситуация, что вы не можете выйти на улицу, например, хулиганы бегают, вы боитесь этого и не желаете выходить, то, имея walkie-talkie, например, уже можно получить какую-то связь. Кроме walkie-talkie, вполне может быть связью, например, владение фломастером и какой-то детской доски для передачи информации. Вы спокойно можете задать какой-то вопрос. Вот у меня написано «Do you have water?» Соседний дом, показать эту информацию, таким образом переписываться, не выходя фактически на улицу и не засвечивая самих себя. То есть это тоже, можно сказать, средство связи. Также вы можете банально сложить самолетик, как говорится, написать на нем из листика бумаги, написать что-то и попытаться переслать в следующий дом. Конечно, не с первой попытки, но есть вариант. Можно точно так же сложить бумагу в камушек какой-то и, соответственно, точно так же переслать. Если нужно общаться, например, на этаж там ниже, то вполне можно взять там веревку, привязать сообщение, отправить и, соответственно, точно так же получить обратно. То есть, таким образом, вы не сильно светитесь снаружи, не показываете, что вы на месте, у вас двери закрыты, никто не входит. Даже если кто-то находится на вашем этаже, вы находитесь в безопасности. Так что ручки, карандаши, фломастеры, доски – это тоже являются средством связи на небольшом расстоянии. Соответственно, если вы будете перекрикиваться, да, тут вас могут услышать, увидеть. А если вы показываете достаточно аккуратно какой-то листик с информацией, и его видит только тот, кто находится на плюс-минус таком же этаже напротив вашего дома, то, в принципе, это достаточно безопасно. Дальше переходим к следующему пункту. Это средство получения информации. Радио. Я бы сказал, очень важный момент в тот момент, когда наступают вот такие блэкауты. Почему? Потому что мобильные телефоны, хорошо, у нас есть пауэрбанки, мы можем зарядить наши мобильные телефоны. Однако вопрос, будут ли работать операторы и стоят ли у них хорошие мощные пауэрбанки, которые могут обеспечить до пару дней, до недели связь. Как показала практика в Украине, у нас, когда начались блокауты, мобильная связь просто исчезала, потому что не было достаточного количества генераторов в самом начале всех этих событий, и, соответственно, были проблемы со связью. Если у вас же есть радио, соответственно, не со связью, а со средством получения информации мы сейчас говорим. Если у вас есть радио, вы вполне можете его включить, настроиться на какую-то волну и получить нужную информацию о том, что происходит. И это очень-очень хорошо. Значит, радио у нас must have, и обязательно средством хранения информации у нас должны быть батарейки. Желательно проверять свое радио. Вот, например, мое радио, это у нас Texon PL310ET. Очень классное радио для этих целей, потому что оно использует очень мало энергии, достаточно мало потребляет и в рабочем состоянии, и когда выключено. И плюс дополнительные классные вещи есть. Это есть такая функция, как ETM. Она позволяет, если у вас даже радио настроено на ваши частоты, если вы переместились на какое-то расстояние, вы всегда можете включить ETM, отсканировать текущие частоты и послушать их, не меняя своих актуальных частот, к которым вы уже привыкли.
Ну и, соответственно, как говорил, батарейки, пальчиковые или мизинчиковые, у вас должно быть как минимум несколько наборов. И не забывайте в радио, скажем так, раз в полгода, просто даже если вы не пользуетесь им, выкидывать батарейки и ставить новые батарейки. Это вам сильно поможет в тот момент, когда это потребуется. Так, со средствами получения информации мы обговорили. Да, важный момент, который я совсем забыл вначале упомянуть после воды и еды, это лекарства и медикаменты. Обязательно держите запас, как минимум на неделю, всех лекарств, которые вы пользуетесь на каждый день. Ну и, соответственно, всегда должны быть лекарства типа от боли в зубах, от боли в голове, то есть какие-то такие вот спазмолгоны, ибупрофены обязательно должны быть. От запоров, от каких-либо кишечных проблем. То есть должно быть обязательно. Всегда следите, что это было. Обязательно тоже еще лейкопластыри, бинты и так далее. То есть лекарства, медикаменты – это как бы вода, еда. И третий пункт – всегда лекарства, медикаменты. И последний, 10-й пункт получается. Ну, немножко не так ровно оно получилось прямо по пунктам, но, скажем так, последний 10-й пункт – это документы. Вы должны быть уверены, что у вас все документы лежат в какой-то папочке, в какой-то сумочке. То есть документы ваши, детей, родителей, документы на квартиру, машину и так далее. Что если вдруг потребуется встать и резко выйти, вы хватаете буквально сумку с документами, это уже, как бы обязаловка, что без документов вы никуда не выходите и не передвигаетесь. Нет, это 9-й пункт, у меня не 10-й еще. То есть это тоже must have фактически. И последний пункт, я его назвал так, тут у меня он записан как 7-й пункт, средства защиты. Защиты, конечно, в кавычках. Мы не будем защищаться, мы не специалисты по защите, мы не являемся какими-либо морскими котиками, чтобы на кого-то нападать, защищаться и так далее. Но мы можем использовать определенные средства защиты в виде психологической защиты. Например, имея дома топор небольшой, 50-60 сантиметров, то есть такого плана, какой-то ломик, молоток, нож. Соответственно, если вдруг вам пришлось выйти из квартиры в магазин и так далее, и кто-то попытается на вас каким-то образом напасть, то, видя, что у вас в руках открытый нож, или у вас в руках топор, например, у вашей жены сзади ножик или там молоток, например, в руках, то тот, кто попытается напасть, он подумает, наверное, несколько раз, потому что он будет понимать, что вы не будете такой простой жертвой, на которую можно напасть, отобрать и так далее, и так далее. Он что-то получит в ответ от вас. В этом случае, соответственно, просто само присутствие таких вещей, как топор, молоток в руках, лом, может уже отвлечь противника от вас. И он попытается найти более легкую мишень, скажем так. И, наверное, последний пункт, это будет, наверное, уже 11-й, 10-й получился. Всегда имейте с собой в доме мелочь какую-то и наличку. Желательно иметь наличку в размере, например, 100 евро, может, 200 евро, какую-то мелочь, мелкие деньги, мелочь по несколько евро. Потому что, как показала практика, в ближайшие пару дней было отключение, когда вы вышли в магазин купить воды, еды и так далее. Оказалось, что вдруг не работают автоматы, и вы не можете рассчитаться кредитной карточкой. Поэтому присутствие наличных денег у себя в кармане, которые позволят вам что-то купить на протяжении пару дней блэкаута, будет очень-очень положительно. Как мне кажется, наверное, я осветил все основные моменты, которые стоит иметь и обратить внимание. Опять же, я говорю только о квартире. Если вы находитесь в частном доме, у вас там территория, у вас там могут быть здоровенные солнечные панели, бензиновый, дизельный генератор и все что угодно, соответственно, это совершенно другая история. Мы пока говорим такой минимум, который достаточно иметь дома, чтобы
выжить, остаться живым, не остаться без еды, воды и, соответственно, иметь возможность, даже если вдруг на улице гуляют непонятные особи, сидя дома, выжить и помочь выжить другим. Если кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся. Если есть вопросы, задавайте в комментариях, я отвечу. Всем хорошего дня и желаю, чтобы ни у кого не было блэкаутов. Всем удачи!